Всем привет! Это снова Даша. Я уже ровно год каждую неделю приветствую вас этими словами. Моему каналу исполнился 1 год. 15 марта 2020 года я выложила свое первое видео. И за год моей деятельности на YouTube я получила довольно много опыта, которым я хочу поделиться с вами. Я расскажу, почему я решила заниматься блогингом в тематике моделизма, сколько времени у меня это занимает в день, и расскажу, сколько денег мне потребовалось, чтобы начать съемки. Поделюсь своими эмоциями и расскажу, насколько это выгодно. Думаю, всем нам будет очень интересно. Я занимаюсь моделизмом довольно давно, порядка 7 лет. И в процессе моего развития в этой области я часто обращаюсь к YouTube-каналам на тематические сайты в поисках вдохновения, подсказок и идей. Поскольку у меня не было знакомых, кто мог бы мне подсказать в банальных вопросах, какая модель лучше, как мешать лучше краски, как обслуживать аэрограф и чем джаз отличается от иваты. Интернет стал моим главным помощником в этом плане. И я начала смотреть YouTube-каналы о моделизме. И в большинстве своем они были ориентированы на продвинутых моделистов. В них затрагивались очень узкие темы, типа фототравления или отличия одного вида Шермана от другого, что мне, как начинающему моделисту, далекого от танков, было не очень интересно. Либо же это была вторая категория каналов, где довольно нудным, не очень заинтересованным голосом вещал не очень харизматичный мужчина об окраске моделей. Интонации ленивого школьника, рассказывающего стихотворение из-под палки. Либо же это были каналы, где люди просто молча собирали танки и самолеты без каких-либо комментариев. Согласитесь, что почерпнуть что-то новое оттуда не получится. Ну а если вы хотите сделать хорошо, то сделайте это сами. И с такой идеей я проходила где-то около пары месяцев. И вторым ключевым фактором, триггером, который побудил меня записать мое первое видео, была выставка моделей, приуроченная к 23 февраля в Центральном детском мире на Лубянке в Москве. Я случайно туда зашла во время прогулки по Москве. Да, Москва действительно похорошела. И я стала разглядывать тогда экспонаты и заметила очень удивленные и недоуменные взгляды на мне от других посетителей, которые не ожидали увидеть кого-то типа меня в таком помещении, в таком мероприятии. И тут пазл сошелся. Моделизм и девушка. Такого, по крайней мере, в русскоязычном YouTube я еще не видела. Плюс начался карантин, и нужно было как-то развлекаться дома. Не сериалы же бесконечно смотреть и шкафы перебирать. И тут я все-таки решилась. Надо было как-то определиться с тематикой первого ролика. Я боялась показать, как я собираю и крашу на камеру, поэтому я решила вести изначально аналитическую передачу про новости мира моделизма. Кстати, это была очень ошибочная стратегия, так как у многих возникло недоверие, что я всем этим интересуюсь сама и сама что-то собираю и делаю. Поэтому я решила, что мне нужно собрать на канал буханку. Я давно хотела сделать эту модель, но когда я включала камеру, у меня почему-то начался стресс. Вроде бы я все делаю как обычно, но почему-то стали руки дрожать, сердце как-то стало колотиться бешено. И потом, кстати, я начала уже привыкать к камере, привыкла смотреть ровно в объектив, и речь у меня стала более уверенная. В общем, дело было все-таки в практике. Итак, сколько денег я потратила для начала блога? Если брать весь инструмент для моделизма, то он у меня уже был. И плюс у меня было довольно много коробочек с моделями в запасах. И поначалу я вообще не тратила на это никакие деньги. Но для съемок мне нужно было оборудование. Первое, наверное, самое главное, это штатив. Я его купила за 700 рублей на Вайберес. Это был самый дешевый китайский штатив, и он работает до сих пор, хоть он и весь перемотан изолентой, так как уже не держит нужную высоту его крепления. И второе, это звук. Я купила одну из самых дешевых петличек за 1700 рублей на Player.ru. И она отлично работает до сих пор, хоть и качество звука меня уже перестало устраивать довольно давно. Главный плюс ее в том, что ее можно через USB-C подключить прямо в телефон. И да, я до сих пор снимаю свои ролики на телефон. Это у меня довольно недешевая модель, это флагман Samsung S20. Картинка меня более-менее устраивает, хотя в полутемном помещении он уже плохо справляется. Хотя я считаю, что и любой бюджетный смартфон вполне мог бы играть роль камеры для съемки блога, особенно на первых порах. И все, по сути, для начала блога мне понадобилось всего 2500 рублей. И почему я выбирала такое дешевое оборудование? Ну, во-первых, потому что я не думала, что мой блог будет кому-то интересен и популярен, и мне было просто, наверное, не жалко потратить эти деньги на то, что если я вдруг заброшу канал.
Итак, вначале я монтировала в бесплатной программе для монтажа для Linux. Это такая бесплатная операционная система типа Windows, только для хакеров или для бедных. Ну и это было настоящим мучением. Но потом я купила программу для монтажа Filmora примерно за 4000 рублей и работаю на ней до сих пор. Я не стала выбирать подписку на год или там на месяц, а взяла сразу полный комплект на постоянное время пользования. И теперь я могу смонтировать ролик примерно за час-два. И я уже приноровилась к этому ремеслу. Итоги затраты на блог составили 6500 рублей. И тут я хочу сказать, что не надо ждать, пока у вас будет полный комплект оборудования для блога. Если у вас есть идея, берите смартфон в руки и начинайте творить. А потом пошла работа. Да, ведение блога — это, конечно, не работа в шахте, но тем не менее это творческий, но самое главное — регулярный процесс. Многие YouTube-каналы умирали, так и не начав, по сути, своей полноценной работы. Один из главных законов жизни: если ты чем-то будешь долго и регулярно заниматься, то ты обязательно добьешься успеха. Невозможно стать известным, популярным блогером за месяц, два или даже за год. Многие годами бьются над каналами, а выхлопа нет. Но однажды судьба вознаграждает тебя за труды. Главное — не опускать руки. Да, очень обидно, когда ты вкладываешь в видео души, делаешь или пытаешься делать качественные видео, но оно не собирает просмотров вообще. Как было, например, с видео с окраской баяниста или с окраской Шермана. Потому что я считаю эти видео самыми лучшими на моем канале, но они почему-то не стали такими популярными. Кстати, если вы их не видели, то советую обязательно их посмотреть. И почему же мой YouTube-канал так популярен? Ведь на YouTube полно мастеров на порядке круче меня. У меня есть ответ на этот вопрос. Люди хотят в первую очередь видеть персонажа, а не модели. Да, какая-то часть приходит на YouTube в поисках информации, но это всего лишь малая часть аудитории. Более широкие слои ищут героя. А девушка-моделист — это как минимум необычно, и за этим очень интересно наблюдать, даже людям, далеким от моделизма. Тем, что ты делаешь модели классно, сейчас уже никого не удивишь. Будь харизматичным или как минимум необычным. И самое главное — живым. Люди ждут позитивной энергетики, заходя на YouTube. Людям нужно развлечение, отвлечение от повседневности. И самое главное — люди хотят видеть людей. К вопросу о времени. Сколько ведения блога у меня занимает в сутки? И это где-то 2-3 часа в день в среднем. На канале у меня выходит два типа видео. Первое — это работа над моделями, и второе — это разговорный жанр. Собственно, видео второго типа вы сейчас и смотрите. Если работа над видео с моделью довольно проста, но более трудоемка, то есть существуют этапы съемки и этап монтажа, то с видео в разговорном жанре тут несколько сложнее. Вначале я обязательно пишу сценарий, потом записываю видео, и при этом процесс записи довольно сложен, потому что я использую много дублей. Да, пока сценическая речь у меня не на самом высоком уровне. Потом, собственно, идет монтаж ролика, и тоже занимает какое-то время, особенно просмотр отснятого материала. Ну и самое интригующее — это вопрос, сколько я зарабатываю. Скажу сразу, что начинать какую-либо творческую деятельность исключительно ради денег — довольно плохая идея. Если вы что-то делаете без интереса, то вы быстро выгорите. А поскольку в блогинге у вас нет начальства, кроме вас самих, то в таком случае велик шанс забросить свой еще толком нерожденный YouTube-канал. Начну с того, что благодаря YouTube я перестала покупать коробки с моделями. Мне их присылают мои партнеры, интернет-магазины «Я моделист» и Arma Models, за что им всегда большое спасибо. Также мне присылают и мои зрители модели. Также иногда я беру работы на заказ. Если заказчик согласен, то процесс работы над моделью я тоже выкладываю на YouTube. Но иногда процесс над заказными работами затягивается. Так, например, у меня вышло с Сейбером, который я пилю уже несколько месяцев. Там очень сложная переделка. И к тому же, пока идет этот процесс, мне нужно что-то выложить на канал, и я беру за другие модели более легкие. Иногда у меня и покупают готовые модели. Например, некоторым заказчикам важна история самой модели, особенно если ее процесс рождения был показан публично. А посчитать доход любого блогера довольно просто. В тематике моделизма это в среднем от 1 до 2 долларов за 1000 просмотров в зависимости от времени года. Летом и в начале весны это немного ниже. Так что вы легко можете посчитать, например, сколько денег мне принес этот ролик. Надеюсь, вам было интересно узнать внутреннюю кухню моего канала. Подписывайтесь на канал, если вы еще это не сделали. Увидимся на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока.